Добрый день, дорогие друзья, вы на канале «Смотри и знай». Людям уже долгое время известно о пользе йода для нашего организма. Йод является очень важным химическим элементом, который отвечает за нормальную жизнедеятельность нашего тела и участвует в образовании гормонов. Именно эти гормоны несут ответственность за обменные процессы и образование тепла. Также йод принимает активное участие в росте и развитии человека. Именно поэтому его недостаток так страшен в юном возрасте. В период развития маленького организма недостаток йода способен вызвать дисфункцию щитовидной железы, что повлечет за собой тяжелые последствия. Йод очень важен для правильного функционирования щитовидки, а она в свою очередь выделяет нужные для нашего организма гормоны. Эти гормоны воздействуют на все ткани нашего тела, а также играют огромную роль при правильной работе нервной системы, энергетическом обмене, регулируют температуру тела и поддерживают водный баланс. Во время роста и развития детей очень важно, чтобы маленький организм получал достаточное количество йода, иначе способны пострадать нервная и иммунная система, а также нехватка йода способна вызвать отклонения в умственном развитии. Также девушкам в положении стоит обратить особое внимание на свой рацион. Ребенок, находясь в утробе, должен быть обеспечен всеми необходимыми микроэлементами и в том числе йодом. Йододефицит способен дать осложнения на все органы, в особенности на умственное развитие новорожденного. У взрослых и детей нехватка йода проявляется одинаково. Давайте разберем основные признаки йододефицита в организме. Недостаточное количество этого фермента очень часто проявляется нарушениями метаболизма, что провоцирует стремительное увеличение веса. Работа, с которой раньше человек справлялся без особых усилий, теперь дается с большим трудом. Это тоже один из признаков нехватки йода в организме. Часто бывает такое, что человек целый день отдыхал, но вечером все равно валится с ног. У вас начали выпадать волосы? Возможно, причина не в плохой наследственности и стрессе. Из-за нехватки ферментов в организме волосяные луковицы перестают восстанавливаться, что и приводит к выпадению волос. По той же самой причине возникает и сухость кожи. Клетки кожного покрова утрачивают возможность регенерироваться, из-за чего впоследствии просто отмирают. Поэтому на коже возникает сухость и шелушение. Также ранее мы уже говорили, что йод отвечает за тепло- и энергообмен в нашем организме. Поэтому нехватка этого элемента способна вызвать постоянное ощущение озноба. Также очень распространенными признаками являются головные боли, частые головокружения и понижение артериального давления. Это происходит из-за того, что нехватка йода часто сопровождается замедлением сердцебиения. Самым частым и явным признаком, на который обращают внимание все люди, это увеличение объема шеи. Появляется эндемический зоб, страдают такой проблемой чаще всего женщины. Это объясняется тем, что щитовидка старается вырабатывать необходимое число гормонов, из-за чего растет ее ткань, чтобы компенсировать малое количество выработки. А какие же продукты надо употреблять, чтобы в организме было достаточное количество йода? Итак, вот список продуктов, которые больше всего насыщены йодом. Морепродукты. На первом месте среди морепродуктов стоят водоросли ламинарии. Поэтому салат с морской капустой является не только вкусным блюдом, но еще и очень полезным. Если вы до сих пор не определились, какая рыба вам больше по вкусу, речная или морская, то следует отдать предпочтение последней, так как в ней содержание йода намного больше. Укреплению щитовидной железы способствуют устрицы, креветки, мидии, кальмары и рыбий жир. Овощи. Также овощи являются отличным источником йода. Морковь, редька, картошка, лук, чеснок и свекла помогут восполнить дефицит йода в организме. В то же время большое содержание йода находится в зеленых овощах, таких как спаржа, шпинат, ревень, салат и капуста. Ягоды. Как мы все знаем, ягоды являются одним из самых полезных продуктов. И для укрепления щитовидной железы они также играют немаловажную роль. Самое большое количество йода содержится в черной смородине, клубнике, темном винограде, черноплодной рябине, а также в землянике.
Поэтому летом очень важно употреблять свежие ягоды. Они способствуют поддержанию правильной работы щитовидной железы. Яичный желток. Куриные яйца являются хорошим источником йода. При этом примерно 94% всего количества йода содержится именно в курином желтке, а остальные 6% в белке. Именно поэтому самой полезной частью куриного яйца будет именно желток, и лучше всего йод усвоится, если употреблять его в сыром виде. Фрукты. Хурма, бананы и фейхоа также способны восполнить недостаток йода в организме. Но если вы не уверены в качестве продаваемых фруктов, также существуют йодосодержащие аналоги, которые растут именно у нас. Таковыми являются яблоки, сливы, абрикосы и вишня. Орехи. Самыми полезными для поддержания здоровья щитовидной железы станут грецкие и кедровые орехи, так как в них содержится больше всего йода. Молочные продукты и крупы. Натуральные молочные продукты являются отличным источником йода. Самое большое его содержание находится в молоке, твороге и твердом сыре. Но эти продукты должны быть изготовлены из свежего молока. Также избежать проблемы йододефицита помогут такие крупы, как греча и пшено. Поэтому многим стоит пересмотреть свои взгляды на такой полезный завтрак, как молочная каша. Но при употреблении всех этих продуктов стоит помнить, что самое большое содержание всех полезных ферментов находится в сырых продуктах. Поэтому, чтобы получить максимальную пользу, стоит не подвергать их длительной термической обработке. Также для поддержания необходимого количества йода в организме можно использовать йодированную соль. Но для того, чтобы ее была польза максимальной, нужно солить блюдо только после выключения огня на плите. В противном случае все йодосодержащиеся вещества попросту испарятся под воздействием тепла. Дефицит йода в организме нарушает правильную работу всех органов, но в то же время и переизбыток йода может быть причиной огромного вреда. В ходе долгих исследований ученые выяснили, что излишки йода приводят к тому, что микроэлемент перестает усваиваться организмом, и тогда начинает развиваться гипертиреоз. Это заболевание сопровождается припухлостью щитовидной железы, а также образованием узлов на ее поверхности. Признаками такого переизбытка являются сигналы от всех систем организма, поэтому йод нужно употреблять только в оптимальных количествах, ни больше, ни меньше. Но йод присутствует в нашем мире не только в виде микроэлемента, а также в качестве антисептика и лечебного препарата. С помощью йода обрабатывают различные раны и другие повреждения кожного покрова, так как это средство обладает отличным антисептическим свойством. Также при воспалениях горла йодом обрабатывают воспаленные миндалины. При стоматите или ангине раствор соли, йода и воды помогает быстрее избавиться от симптомов болезни. Также очень часто людям рисуют йодную сетку для согревания ушибленного места, шишек от уколов, а также для согревания бронхов при кашле. Проблема йододефицита имеет широкое распространение в нашей стране, поэтому всем нам очень важно следить за своим питанием, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми ферментами. А на этом мы с вами прощаемся, всем до новых встреч и самое главное, будьте здоровы!